В связи со сложившейся политической обстановкой в мире в 50-х годах прошлого века Советский Союз начинает остро нуждаться в боевых кораблях океанской зоны, способных подолгу действовать в отрыве от береговых баз. ВМС США получает свой первый атомный крейсер «Ура Лонг-Бич» уже в 1961 году. Решению данной задачи в СССР, впрочем, так же, как и в США, наилучшим образом способствует уже хорошо освоенная к тому времени атомная энергетика. В 1964 году начинаются исследования по определению облика первого в стране атомного надводного боевого корабля. В 1973 году закладывается головной корабль проекта 1144 «Орлан» – тяжелый атомный ракетный крейсер «Киров», впоследствии ставший адмиралом Ушаковым. В конце 1977 года корабль был спущен на воду, а 30 декабря 1980 года передан флоту. В 1984 году в строй вступил второй корабль серии – «Фрунзе», ставший затем адмиралом Лазаревым, а в декабре 1988 года флоту был передан третий корабль – тяжелый атомный ракетный крейсер «Калинин», с 1992 года ставший адмиралом Нахимовым. Об этом корабле мы сегодня и поговорим. Крейсеры проекта 1144 «Орлан» — это серия из 4 тяжелых атомных ракетных крейсеров, которые были спроектированы в СССР и построены на Балтийском заводе с 1973 по 1998 годы. Последним стал Петр Великий, находящийся сейчас в строю ВМС. По классификации НАТО данные корабли получили название «Киров-класс» по имени первого корабля серии. Они стали единственными надводными кораблями в составе российского ВМФ, оснащенными ядерной энергетической установкой. Корабли этой серии являются самыми большими в мире неавианесущими боевыми кораблями. Данный тип кораблей был предназначен для уничтожения надводных и подводных сил противника, для поражения крупных надводных целей, защиты соединений флота от атак с воздуха и подводных лодок в удаленных районах Мирового океана. Первые 2 корабля серии, адмирал Ушаков и адмирал Лазарев, находящиеся ныне в отстое, скорее всего, утилизируют. А вот третий крейсер проекта 1144-2 адмирал Нахимов в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на Севмаше. По некоторым оценкам, он будет возвращен в состав флота в 2024 году. При этом срок эксплуатации корабля после завершения ремонта будет продлен на 35 лет. Предполагается, что отремонтированный тарк адмирал Нахимов продолжит службу в составе Тихоокеанского флота России, а Петр Великий будет оставаться флагманом российского Северного флота. Атомные крейсеры проекта 1144 являлись основой океанских боевых сил ВМС СССР. Аналогичные американские ракетные крейсеры с ядерной установкой серьезно уступали «Орланам» в вооружении и размерах, так как на них в основном ложились задачи эскорта ударных авианосцев. Проект первого советского надводного боевого атомного корабля разрабатывался в Северном проектно-конструкторском бюро в Ленинграде. Проектирование крейсера шло трудно и достаточно медленно. Рост водоизмещения крейсера по мере пересмотра и внесения изменений в требования к проекту заставлял конструкторов искать все новые и новые варианты главной энергетической установки корабля. Но финалом изысканий стало то, что на корабле установили резервную двухвальную энергетическую установку, работавшую на обыкновенном органическом топливе, с мощностью на каждом валу по 70 тысяч лошадиных сил. Срок работы атомной энергетической установки, включавшей в свой состав 2 атомных реактора КН-3 с общей тепловой мощностью 342 мегаватта, до очередной перезарядки составлял 10-11 лет. Данная энергетическая установка была в состоянии обеспечивать теплом и электричеством город, население которого составляло бы 100-150 тысяч жителей. Использование атомных реакторов обеспечило крейсеру скорость полного хода в 31 узел и неограниченную дальность плавания.
Продуманные обводы корпуса и большое водоизмещение обеспечили данным кораблям отличную мореходность, что особенно важно для действий в океанской зоне. Экипаж крейсера проекта 1144 составлял 759 человек, в том числе 120 офицеров. Главным ударным ракетным вооружением крейсеров был противокорабельный ракетный комплекс ПКР П-700 «Гранит», сверхзвуковые крылатые ракеты третьего поколения, обладающие пониженным профилем траектории полета к цели. При стартовой массе 7 тонн и длине 10 метров данные ракеты развивают скорость до 2,5 маха и могут нести обычную 750-килограммовую, либо ядерную боевую часть массой до 500 килограмм на расстояние до 625 километров. 20 противокорабельных крылатых ракет «Гранит» были установлены под верхней палубой крейсера. По опыту учебно-испытательного использования «Гранита» сбить его очень сложно. Даже если поразить ПКР противоракетой, она из-за своей огромной скорости и массы сохраняет огромный инерционный импульс, достаточный для того, чтобы поразить корабль-цель. Поскольку основную опасность для кораблей такого типа представляла авиация, изначально была разработана эшелонированная система ПВО. Основу зенитно-ракетного вооружения крейсеров проекта 1144 составлял ракетный комплекс С-300Ф «Форд», состоявший из 96 зенитных ракет, который на крутящихся барабанах размещался под палубой. На всех кораблях этого типа было предусмотрено постоянное базирование 3 противолодочных вертолетов К-27. Для обеспечения их базирования на корме крейсера оборудована посадочная площадка. Имеется специальный подпалубный ангар и вертолетоподъемник, а также необходимая радионавигационная аппаратура и пост управления авиацией. Крейсеры проекта 1144 «Орлан» впервые после Второй мировой войны получили достаточный запас водоизмещения для того, чтобы защитить броней и укрыть под палубой как сами вертолеты К-27, так и запасы топлива для них. На этом, пожалуй, сделаю паузу, так как перечислять остальное вооружение и характеристики «Орлана» с учетом их всеобщей известности дело довольно нудное. Ограничусь лишь тем, что скажу. Крейсеры проекта 1144 «Орлан» имели на вооружении практически все виды передовых боевых и технических средств, которые на тот момент были созданы в СССР. Теперь же мы возвращаемся к нашему «Орлану» номер 3, непосредственно к адмиралу Нахимову. Уже в 1997 году практически новый корабль отправили на модернизацию. Напомню, что в 90-х годах прошлого века это вполне могло означать приговор, то есть списание со всеми вытекающими. Для наглядности можно вспомнить судьбу кречетов. Позже уже открыто заговорили о различных вариантах утилизации. Более 10 лет судьба атомного крейсера оставалась туманной. Только в 2013 году стало очевидно, что корабль, который популярный американский журнал The National Interest включил в список 5 самых смертоносных морских надводных кораблей на планете Земля, начали модернизировать. Теперь о самом главном. После того, как стало очевидно, что корабль начали модернизировать, от всех видов экспертов поползли различные, в том числе самые невероятные слухи. Например, один из слухов такой: Нахимова нашпигуют суперсовременным разведывательным оборудованием и сделают из него недремлющего, бороздящего океан атомного разведчика. Другие слухи озвучивать, пожалуй, не буду. Вернемся к реальности. В результате полной модернизации адмирал Нахимов получит 10 универсальных пусковых установок, рассчитанных на запуск крылатых и противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс», а теперь и гиперзвуковой «Циркон». С воздуха его будут оборонять сразу 2 усовершенствованные системы ПВО. Модернизированный С-300Ф с 96 дальнобойными зенитными ракетами и пулемет «Редут», флотская модификация С-350 «Витязь», плюс ракетно-артиллерийские комплексы аналоги «Панцирь-М» для защиты от противокорабельных ракет и беспилотников.
Благодаря модернизации и новой многоуровневой зенитно-ракетной составляющей, корабль впервые предстанет не только в качестве убийцы авианосцев, но и полноценного многоцелевого корабля, способного помимо ударных функций заменять собой целый позиционный район средств ПВО. Кстати, вот что говорят об «Орланах» журналисты упомянутого выше всемирно известного американского издания. Быстрые и мощные, Кирвы создавались специально, чтобы выслеживать и уничтожать американские авианосцы, несущие ядерное оружие, которое могло угрожать морским рубежам их советской родины. Первоначально корабли были вооружены 20 прямоточными противокорабельными ракетами П-700 «Гранит». Но после модернизации спектр их задач невероятно расширится. По мнению издания Defense News, если российские конструкторы и инженеры вооружат возрожденный корабль комплексом 3М-22, или, проще говоря, гиперзвуковым цирконом, то равных ему как отдельной боевой единицы просто не будет. Следует учитывать тот факт, что сроки сдачи корабля неоднократно переносились. По более ранним источникам в качестве таких дат фигурировали и 18-й, и 19-й год. Тем не менее, вполне возможно, что Нахимов в скором времени все-таки встанет на службу и даже сможет стать новым флагманом ВМФ, уже в качестве одного из самых вооруженных кораблей в истории флота.